Всем привет! Вы на канале Button IT и с вами Саня. Буквально под каждым видео вы спрашивали, что же там со взломом PS4. И вот вам новость. 13 января 2023 на сайте bugshomium.org была опубликована уязвимость WebKit. Это сайт наподобие hackerone.com, только тут публикуют уязвимости браузер. Автором эксплойта является команда Google Project Zero. Она была выслана 22 сентября 2022 и исправлена 13 декабря 2022. Раскрыта 13 января и еще не исправлена на консолях PlayStation. Это говорит нам, что теоретически WebKit Exploit может работать на PS4 и PS5 с прошивками 10.01 и 6.50. Причем если работает, то на 10.01 она точно будет запускаться, потому что эта прошивка вышла 21 декабря 2022, за день до отправки уязвимости на Bugs Chromium. И еще он вроде как работает на Nintendo Switch. В данный момент точно неизвестно, может ли данная уязвимость корректно работать на консолях. В первый же день был собран хост, который проверяет концепцию работы. У пользователей показывает цифру 1, что в данном случае означает работу взлома. Но что же это может нам дать? Первое. Уязвимость WebKit — это первая часть взлома PS4, 50%. Вторая часть — это kernel exploit. На hackerone.com полно нераскрытых отчетов, и наверняка там есть пока скрытая от нас уязвимость ядра. Мне кажется, минимум 9.50 или 9.60. Тот же Ктур так и не раскрыл вторую часть своего взлома Master Core, о котором у меня было отдельное видео. Да и на HackerOne от него есть пару отчетов. Как только одну из них раскроют, или другие энтузиасты найдут kernel, то сразу выйдет хэн на эту версию, потому что данный WebKit работает на всех версиях по PS4. Найдут на 9.60, выйдет на 9.60. Найдут на 10.0, значит выйдет на 10.0 и так далее. То же самое касается PS5, но там кроме kernel эксплойта еще нужен эксплойт гипервизора, которым плотно занимается Znupter. Кстати, он собирает донаты не на публикацию взлома гипервизора, как многие думают, а на сборку ПК с процессором, который практически идентичен тому, что стоит в PS5. Это нужно для поиска уязвимости гипервизора. Авторитетный разработчик. Если можете, то скиньте донат. Второе. Запуск Gold Hen на прошивках 8 серии. Актуально для тех, у кого сломан привод, и они не могут обновиться на 9.0. Третье. Активация Gold Hen на 9.0 без использования флеш. Однако стабильность и вообще работоспособность данного эксплойта пока неизвестна. Ждем новостей от сцены. О результатах отпишу во вкладке сообщества. Вот мой инстаграм и другие социальные сети. Ссылки на донаты в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До свидания.